Райшор Entertainment представляет. Кёрсти Элли, Стив Гаттенберг, Мэри Кейт Олсен и Эшли Олсен в фильме «Двое. Я и моя тень». В фильме также снимались Филипп Боско и Джейн Сибет. Художник по костюмам Молли МакГиннис. Композиторы Шерман и Рэй Фуд. Назад, назад. Монтаж Роджер Банделли. Художник Эдвард Пизони. Оператор Кеннет Зандер. Итак, внимание, 9-я подача. Игроки на всех базах. И кому же сироты доверили биту? Ну, конечно, самой королеве удара молотили из приюта мисс Аманде Лемон. Аманда Лемон. Что? Я тебя убью. Я же запретила играть в этом платье. Да ладно, Диана, я его не изгваздаю. Тебе пора на смотрины. Бросай биту, поехали. Да я только зафинделю этот мяч, ладно? Ладно, даю 10 секунд, иначе игра будет остановлена ввиду кровопролития. Быстрей, Фрэнки, мне надо на Стейтен-Айленд. На Стейтен-Айленд? А в лагерь? На автобус опоздаешь. Не опоздаю, это только погляделки. Тебя что, хотят отдать Баткису? Ну и что? Подумаешь. Ты хоть их видела? Они коллекционируют детей, берут всех подряд. Даже таких негодных, как ты. Заткнись, Фрэнки, меня хоть на смотрины возят. Аманда Баткис встает на основную базу. Давай, Аманда. Бей. Детский центр Истсайда. Автор сценария Дебора Дин Дэвис. Беги быстрее. Давай, шевелись. Ты видела, какой удар? Диана, а мальчикам не нужен? Возьми меня. 2 за ту же цену. Тебе что тут, распродажа? Найди себе своих. На Стейтен-Айленд, пожалуйста. Ты выбыла. Мы выиграли. Аманда не добежала до базы. Тебе крышка, Фрэнки. Продюсеры Джеймс Ор и Джим Круикшенк. Режиссер Энди Теннант. Ну, это, конечно, не Парк-авеню, но не стоит судить о книге по обложке. Кроме того, ты же не всегда будешь сиротой. Удочери ты меня. С моей зарплатой мне не разрешат. И потом ты заслуживаешь и маму, и папу. Так найди мужа. Это тебе не машину купить. Знаю. Тебе нужно настоящее, чтобы не есть, не спать, высший класс.
чемпионский разряд. Да? У девушки должны быть принципы. У меня идея. Давай кинем этих типов. Жвачку, шапку, вторую жвачку. Слушай, я понимаю, у этих людей смешная фамилия, но они очень любят детей. Улыбайся. Покажи себя, девочка. И почему я должна носить платье? Потому что они тебе очень идут. Господи, какая прелесть. Какое чудное платьице. Да, загляденье. Смотри, у нее улыбка, как у твоей мамы. А чувство юмора, как у твоего папы. Как смешно умора. Ну, заходи, заходи. Ну, хватит, хватит. Заходи, деточка, это твой дом. Сотовые телефоны Кэллоуэя. Кэллоуэй? Да. Наверное, большая шишка. Огромная. Вы удивитесь. Это все для нее? Надо же. С возвращением, принцесса. Он опять забыл, да? Боюсь, твой папа не смог оставить дела. Если это тебя хоть немного утешит, один старый дворецкий очень рад тебя видеть. Прошу меня простить, Винченцо. С моей стороны это страшно неучтиво. Я тоже очень рада тебя видеть. Спасибо, милая. Я вижу, у тебя большие успехи. Поздравляю. Какое теперь оправдание? У папы, ну, он готовит летнюю виллу к твоему приезду. Которую? На озере Минокуа. Она же много лет закрыта. Он туда никогда не ездит. Теперь ездит. Ты врушка. Я тебя раскусила. В чем секрет? На моих устах печать. Что? Сюрприз? Да, можно так сказать. Праздник в честь моего приезда, да? Я знала, что папа что-то задумал. Алиса, я не говорил. Винченцо, я никому не скажу. Мне еще никогда не устраивали праздник сюрприз. Да уж, это будет сюрприз. Быстрее, быстрее шевелитесь. У меня получилось 43. У меня тоже. Угадай, кого не хватает. Кармен, где Аманда? Она не поедет. Вот оно что. Молотила? В чем дело? Не поеду я в этот дурацкий лагерь. Я тебя понимаю. Тут настоящий свинарник. Только на уборку постели надо неделю. Не шути, я серьезно. Я не шучу. Потому я и отпустила автобус без нас. Врешь. Да? На что поспорим? На $50. Я не отпускала автобус. Деньги на бочку. Но отпущу. И тогда будем сидеть здесь, пока ты мне не скажешь, в чем дело. К этим дурацким Баткисам я не поеду. Я это ожидала. Если меня берут только такие, значит, Фрэнки прав. Я негодная. Вовсе нет. Просто обычно люди хотят взять малышей. Знаю. Это все равно как с собаками. Все хотят щенка. Хоть бы раз поспать в своей комнате. Сядь-ка на минутку. Слушай. Ты слушаешь? Я найду тебе лучшую семью в мире. Обещаю.
Ты же никогда не обещаешь. Забыла? Я не говорила, что никогда не обещаю. Я не обещаю, когда не могу сдержать слово. Это совсем другое. Так, пожалуйста, поедем в лагерь. Пожалуйста. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Ну, ладно, ладно, ладно. Но ты должна мне 50. Озеро Минокуа, 25 миль. Винченцо, как тут здорово. Это будет моя любимая вилла. Да, здесь было прожито много счастливых лет. Привет. Папа! Наконец-то здравствуй, милая, моя малышка. Погоди, погоди. Ты не Алиса Каллей. Она маленькая девочка, а ты на целый фут выше. Это я, честно. Честно? Дочка, я так по тебе соскучился. Прости, что не встретил. Ничего. Я знаю, ты был занят важным делом. Ты случайно не праздник готовил? Она знает? Я ни слова не сказал. Винченцо не говорил. Я сама догадалась. Я понимаю, это должен быть сюрприз. Но я так рада. Ты рада? Праздник будет, да? Да, конечно, будет. Но об одном ли празднике мы говорим? Роджер. Она прелесть. Алиса, хочу тебя познакомить с моим добрым другом Кларисой Кенсингтон. Здравствуйте, мисс Кенсингтон, очень приятно. Это не девочка, а просто ангел. Роджер, я сражена. Мы с тобой крепко подружимся. Вы приехали на мой праздник? Твой праздник? Роджер, неужели ты еще не сказал ей? Что не сказал? Деточка, праздник Не скоро еще начнется. Давай пока устроим тебя, принцесса. Да, вот именно. Вам наверняка есть много о чем поговорить. Она еще не знает, ну надо же. Может, он хотел сказать ей лично? Извините, я к вам обращалась. Лагерь Кэллоуэй. Каждый берет свой багаж. Выходим. Кармен, ты что, ослепла? А что? Койка Аманды. Господи, да пожалуйста. Мисс Кенсингтон очень мила. Она твоя сотрудница? Не совсем. Хочу тебе кое-что показать. Вот смотри. Видишь за озером? Это лагерь Кэллоуэй. Любимое начинание твоей мамы. Она из лагеря? Кто? Мисс Кенсингтон. Дочка, мне надо с тобой поговорить. Видишь ли, Алиса, пока тебя не было, произошло многое. Ты знаешь, с тех пор, как не стало мамы, я не мог сюда приезжать.
Но время проходит, и надо жить дальше. Ты взрослеешь, и папе одному уже трудно обойтись без помощи. У нас есть Винченцо, он помогает нам. Да, верно, он был другом нашей семьи много лет. Но мне кажется, нашей семье не хватает... Извините. Звонят из совета директоров. Я перезвоню. Это срочно. Но я же... Ты простишь меня? Как всегда. Как хорошо, что ты приехала. По второй линии? Да. Юная леди, у вас летние каникулы? Иди играй. Ты пойдешь со мной? Я бы с радостью, но у меня много дел, прости. Смотри, Букингемский дворец. Он в Лондоне, Бестолочь. А это дом Кэллоуэев. Там давно никто не живет, там привидение. Глупости. Спроси, кого хочешь. Каждое полнолуние дух леди Кэллоуэй переходит озеро и съедает кого-нибудь в лагере. Ну да, Санта-Клаус живет с феями в Квинси. Ты там была? Нет. Если ты так уверена, что там нет привидений, иди позвони в дверь. Думаешь, испугаюсь? Спорим на $5. Деньги на бочку, очкарик. Покажи свои бабки. Интересно будет посмотреть. Ну и слава богу, что ее мама умерла. Только и слышу. Первая миссис Кэллоуэй была прелестная женщина. Ну ты посмотри на эту комнату. Неудивительно, что она умерла. У нее совершенно не было вкуса. Скорее бы продать этот дом. Так, 1 бар устроим здесь и 2 во дворике. Привет, зайчонок. Папа! Дочка? Дочка, что случилось? Что такое? Все в порядке? Нет, Что стряслось? она ненавидит этот дом. Не будем преувеличивать, милая. Она пряталась в комнате, а я просто сказала, что когда-нибудь надо будет сделать ремонт, если ты мне позволишь. Кто она? Это так просто не скажешь. Дорогая, мы с Кларисой через месяц поженимся. Что? У тебя будет настоящая семья. Она станет тебе мамой. Правда здорово? С ней это бывает. Доченька, доченька. И ей это прощают. Извини, Роджер, но капризы не стоит поощрять. Ну давай, детка, вставай. Роджер, ты делаешь только хуже. Я знаю, что говорю. Так, люди, все за работу. Помолвка приближается. Надеюсь, ты права. Поверь мне, ведь я женщина. Посмотри на часы, мне еще надо сделать лицо. Как насчет молока с печеньем? Я лишилась мамы, и теперь папы. У меня нет семьи, я сирота, и я убегаю из дома. И не смей говорить папе. Быстрее надо спрятаться. А вдруг нас поймают? Только бы она нас не увидела. Кто? Старая леди Кэллоуэй.
Нет никакого привидения. Смотрите, она с ума сошла. Я не вернусь. Ни за что. Не будет она мной командовать. Винченцо, ты не видел Алису? Мне строго приказано не говорить вам, что она сбежала из дома. Почему ты ее не остановил? Я решил, что не надо на нее наседать, чтобы позволить ей сохранить достоинство. Ты все уладишь? Конечно. Не волнуйтесь, хозяин. Спасибо, Вин. Против привидений нет. Они всегда сначала прячутся. Фрэнки, это уже не смешно. Пошли отсюда. Не волнуйся, она струсит. Иди, иди. Не как маленькая сирота. Там кто-то есть. А мы собирались тебя искать. Я не хотела. Я пошутила. Я играла честно. Даже не закричала. Тебя надо приготовить к обеду. К обеду? Слушайте, я вам не подхожу. Слишком тощи. Тут рядом на улице полно толстых детей. Съешьте их. Что ты несешь? Фрэнки, полнолуние это сегодня, да? Дух старой леди Кэллоуэй. Это она! Думаешь, я дурочка, да? Нет, ты просто немного расстроилась, и все. Похоже, я выиграла $5. И что? Я приглашена на обед? Твое платье наверху, на кровати. Коктейли в 5 часов. Прошу меня извинить. Платье? Для меня? Вы, наверное, шутите. Меня даже никто не ищет. Вот ты где. Я тебя везде ищу. Правда? Конечно, правда. У меня к тебе вопрос. Неужели ты ехала в такую даль, только чтобы сидеть, надувшись на камне? Нет. Наверное, нет. Пошли, там в футбол играют. А ты все пропустишь. Хорошо. А я думаю, где она? Что с ней? Я слыхал, Аманда мастер. У нее талант, скорость, класс. Слушайте меня. Всем держать Аманду. На счет 4. Готовы? Начали. Кто такая Аманда? Очень смешно. Наверное, уже ест ее печень. А ей хватит одного ребенка. Вдруг она не наестся. Смотрите. 34, 36. Играем. Я поймала. Беги. Не в ту сторону.
Скорость хорошая. С ориентацией плохо. Ты видишь тоже, что и я, Не знаю, что видишь ты, но я вижу себя. и я себя. Значит, здесь две тебя? Или две меня? Нас двое. Это точно. Правда, это курьезно. Нет, это странно. Это очень-очень странно. Погоди, ты живешь в доме Кэллоуэев? А ты из лагеря? Меня приняли за тебя. Алиса Кэллоуэй, очень приятно. Аманда, давай лапу. Понятно, почему этот пингвин меня впустил. Это Винченцо, наш дворецкий. А кто эта женщина с длинными волосами? Она мне понравилась. Это Диана. Мы подружки. Она клевая для взрослой. А что ты там делала? Хотела узнать, каково быть сиротой. Что? Зачем? Это так здорово. Здорово? Быть сиротой? Да что с тобой? А зачем ты ходила к нам? Я только в дверь позвонила. Зачем? Ребята думают, что там привидение. Глупости. Да? А кто эта страшная блондинка? Она омерзительна. На твоем месте я бы от нее избавилась. Есть предложение? Перед тобой профессионал. Я довела столько удочерителей, что тебе и не снилось. Ты не хочешь жить в семье? У девочки должны быть принципы. Скажи, а ты очень хочешь идти на этот их праздник? Я лучше земли наемся. Слушай, ты будешь мной, а я тобой. Только одну ночь. Завтра в полдень поменяемся обратно. Что скажешь? Отлично. Так ты сможешь прогнать Кларису. Не будь такой фифой. Мне надо беречь репутацию. Но я ведь забила гол. Главное, не говори правильно. Говори так. Ну ты чё? Вообще, нафиг. Сколько можно торчать в сортире? Нефига тебе бояться. Вы просто схватываете на лету. В конюшне, в полдень. Wait a minute. Groovy, groovy, jazzy, funky, bounce, bounce, dance as we dip in the melodic sea. Мисс Кенсингтон говорит, что все сроки прошли. В чем дело? Я парикмахер, а не укротитель. Sung like a lullaby, brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip. Что здесь происходит? Привет, Винни. То есть, Винченцо. Я отвлеклась. Не стоит извиняться. Правда? Клево. Я хочу сказать, я весьма рада, что ты не психуешь. Не психую? Слушай, давай-ка оденься. И позволь Карло причесать тебя, хорошо? Уж лучше обмороки.
Как вкусно. Конечно, Дуреха. Это же твой любимый. Правда? Да, конечно. Большой, склизкий, клевый гамбургер. Он же Джо Растяпа. Джо Растяпа, правильно. Твой любимый. Да, и не зря. Будь я проклята. Как ты сказала? Я так рада тебя видеть. Здравствуйте. Добрый вечер. Как мило, что вы пришли. Рада вас видеть. Мы вас тоже. Как вам мое платье? Прелестно. Эскарго, мисс Кэллоуэй? Спасибо, официантик. Я подыхаю с голоду. То есть с удовольствием. Вкус какой-то резиновый. Это улитки, мисс. Хорошо. Вкусно. Жуется. Какие богатые едят улиток. Посмотрите, кто наконец решил почтить нас своим присутствием. Вы, Клариса, в маске вы смотрелись лучше. Что ты сказала? Алиса. Клариса нам столько рассказывала о твоих успехах в академии. Мы уговорим тебя сыграть, хорошо? Конечно, с удовольствием. Во что вы хотите? В шашки? В вышибалу? Во что? Нет, милая девочка. Мафи говорит о рояле. Но Леди и джентльмены, попрошу внимания. Перед тем, как мы сядем за стол, моя будущая падчерица, а я ее просто обожаю, согласилась сыграть нам пьеску, за исполнение которой ей присудили первый приз в конкурсе Виндзорской академии. подождите, стоп. Я не умею играть на рояле. Я уже сказала, что ты умеешь. Так скажите, что вы ошиблись. Послушай, если ты опозоришь меня перед столькими людьми, я сделаю так, что ты не сможешь играть ни на чем и ни во что. Никогда. Тебе все ясно? Яснее некуда. Я вообще-то вижу вас насквозь. Леди и джентльмены, обычно я исполняю что-нибудь из Чопина. Но сегодня в честь моей новой мачехи, которую я просто обожаю, я решила сыграть кое-что свое. Тебе не кажется, что моей дочерью стоит заняться? Просто необходимо. Финн! Гикльберри Финн! Правильно угадал. Ух ты, мальчики выигрывают у нас 8 секунд. Аманда, твоя очередь, иди. Я? Ты же лучше всех. Покажи им. Гляди, она волнуется. Ну и что? Раньше Аманда ничего не боялась. Падает, падает лондонский мост. Что мне делать? Готово?
Внимание. Давай. Песня. Что это с ней? Лондонский мост падает. Правильно. Войдите. Можно с тобой поговорить? О чем интересно? О Кларисе. Хватит. Ее очень огорчила твоя выходка. Ты могла бы дать ей шанс? Я дала. Она двуличная врунья. Раньше ты не была так остра на язык. Ты не хочешь иметь маму? Хочу. Неплохо бы еще и папу. То есть... Дочка, я думаю, на самом деле ты злишься на меня? На тебя? Да. Почему? Последнее время я был плоховатым отцом. Много работал, не виделся с тобой. Но теперь все изменится, потому что завтра Клариса уезжает в город. Надеюсь, не из-за меня. Нет, ей надо подготовить свадьбу. Мы с тобой много времени проведем вместе. Опять познакомимся поближе. Ты не против? Хорошо. Ложись поудобнее, котенок. До завтра. До завтра. Спокойной ночи. Мне нравится иметь папу. А мне нравится, что у меня есть дочь. Спокойной ночи, детка. Гасите свет. Третий домик. Гасите свет. Койка Аманды. Быстрее, быстрее. Мы должны проверить. Поймают нас. Не надо, Фрэнки. Сегодня полнолуние. Тише, дурак. Зомби слышат лучше собак. Лягушка! Аманда испугалась лягушки? Ее точно подменили. Теперь верите? Да, это не она, а пришелец. Бежим отсюда. Лягушка? Надо было ее поцеловать. Вдруг она превратилась бы в принца. Ты же противно. Не для тебя, а для меня. Ты целуешь лягушек? Нет, моя слабость жабы. Большие, гадкие, вот с такими языками. Неправда. Правда? Как еще мне найти мужа? Не знаю, не знаю. Вот она, эта улыбка. Только ты умеешь улыбаться одними глазами. Ты напоминаешь мне одного человека. Правда? Кого? Я никогда ее не видела. Как же я могу напоминать ее, если ты ее не видела? Иногда мне кажется, что я вижу ее во сне. Знаешь, ты сегодня вела себя немного странно. Наверное, виноват свежий воздух. Не смейся надо мной. Извини. Обычно тебя трудно обидеть. Никому не говори, ладно? Честная скаутская. Я не хочу испортить мою репутацию. Ну, ясное дело. Есть идея. Пошли подсматривать за мальчишками. До свидания, дорогая. Счастливого пути.
that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice, so nice. I got you. О, Боже! When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, like sugar and spice. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice. I got you. I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I would. So good, so good. I got you. How was the party? Как вечеринка? Есть хорошая новость. Клариса уехала. Получилось? Плохая новость. Она вернется через неделю. Не получилось. Зачем такому клевому парню, как твой папа, такая ведьма? Жаль, он раньше не встретил Диану. Она просто чудо. Они созданы друг для друга. Надеюсь, ты не думаешь то же, что и я. Поспорим? Он женится. Им бы только встретиться. Они точно полюбят друг друга. С чего ты взяла? Диана говорит, это случается. Вот так. Ладно, возвращайся к Диане, а я к твоему папе. Постой. Почему не наоборот? Ты знаешь, что любит он, а я, что она. Им надо помочь. Как же их познакомить? И зачем я согласилась? Ты слишком напряжена. Расслабься. Я сижу на здоровенной зверюге. Она говорит, расслабься. Двигайся вместе с лошадью, и все будет нормально. Где ты успела научиться? Ты не смотрела вестерны? У меня на работе каждый день вестерн. Соберись, ты забыла все уроки верховой езды. Ты что-то спросил? Давай. Кто быстрее доскачет до озера? Не надо. Лучше помедленнее. Я хочу полюбоваться пейзажем. That jingle, jingle, jangle, as I ride merrily along. Hey, we're doing a good У job. меня начинает получаться. Кажется, я поняла, в чем тут фокус. Hey, I'm getting У меня the hang of it. получается. Oh, come on, Неужели я man, так I плохо wasn't пою? that bad. Oh. I've been in the desert on a horse's pony. Things got to get out of the rain. Она прекрасная наездница, отлично готовит, рисует, говорит на 4 языках. Детка, ты можешь многому научиться у Кларисы. Алиса. Алиса? Алиса, дочка? Алиса. Быстрее, сюда. Куда она подевалась? Принесла.
нашел. Остановите! Остановите его! Ух ты! Алиса? Помогите! Остановите его! Стой, зверюга, стой! Газуй! О, Господи! Помогите! Помогите! Держитесь! Помогите! Помогите, кто-нибудь! Держитесь! Сделайте что-нибудь! Спокойно, спокойно. Вы не мне говорите, а коню. Я ему и говорю. Спокойно, все нормально. Мне дали коня-убийцу. Успокойтесь, все позади. Все в порядке. Как вы? Я чуть концы не отдала. Если это вас утешит, я тоже раньше выглядел в седле как идиот. Сколько пальцев, ковбой? 6. Почти правильно. Встать можете? Могу. Не знаю, что больше пострадало, мой зад или самолюбие. Надо кому-то показать. Мой зад? Нет, вашу рану на лбу. Простите. О, боже. У нас в лагере есть аптечка. Не стоит, спасибо, я живу рядом. Вы Роджер Кэллоуэй? Вроде да. Тот самый? Учредитель детского фонда Кэллоуэя? Да, это я. Диана Бэрроуз. Давно хотела с вами познакомиться. Мои дети обожают ваш лагерь. У вас есть дети? Ну, не мои, я работаю в детском центре. Мы здесь уже неделю. А, ну, конечно. Приятно было познакомиться, мистер Кэллоуэй. Роджер. Роджер. И спасибо, что спасли мне жизнь. Намажьте йодом ваш зад. То есть лоб. Мисс Бэрроуз. Диана. Диана. Не хотите ли выпить чаю со льдом или чего-нибудь еще? Мне очень интересно послушать о лагере. Только если пойдем пешком. Я сам хотел предложить. За мной. Не дергайтесь. Вы просто ангел милосердия, мисс Бэрроуз. Я каждый день вижу раны похожи. Спасибо, Винченцо. Моя банда изобретает новые способы членовредительства. Вы очень любите детей. Ну, а за что же их не любить? Вы сами как ребенок. Так лучше? Да. Я ничего не слышу. Надо подобраться поближе. Знаете, вы совсем не такой, как я думала. Правда? А что вы думали? Ну, во-первых, что у вас голубая кровь, что вы богатый, старый толстяк, который курит сигары. Правда? Нет, я заработал деньги старомодным способом. Чистое везение. Сомневаюсь. Клянусь вам, 12 лет назад сотовый телефон можно было увидеть только в фантастических фильмах. Но мне идея понравилась, и я купил радиочастоту. Что вы говорите? Это же деньги из воздуха. Видите, я без телефона терпеть их не могу. Извините, хозяин. Мисс Кенсингтон, она настаивает. Простите, это моя мисс Кенсингтон. Привет, Лариса. Как дела? Как мои дела? Послушай, дорогой, ты можешь представить, что учинила твоя дочь? Нет. А что?
Она плюнула. Жвачку? Тебе в прическу? Ты уверена? Уверена ли я? Господи, ты бы видел. Наверняка она не нарочно. Конечно, это неприятность. Неприятность, когда сломаешь ноготь. А это катастрофа. Постарайся успокоиться. Я поговорю с ней. Я, пожалуй, пойду. Секунду, подождите, прошу вас. Что такое? У тебя женщина? Да, у меня гости, она из лагеря за озером. Восхитительно. Я в ужасном положении, а ты там развлекаешься. Мы просто беседуем, разговариваем, и все. Нет, никакого обеда не планируется. Прошу тебя. Пожалуйста. Увидимся в конце недели. Хорошо? Я тоже. Пока. Простите. Извините меня. Она меня так стиснула. Жвачка и выскочила. Она меня не взлюбила. Милая, она много месяцев мечтала с тобой познакомиться. Знаешь, как она любит детей? Нет. А ты? Ну, честно говоря, ты первый ребенок, которого я вижу рядом с ней. Но я уверен, что она очень любит А детей. ты любишь ее, да? Ну, да. Ты не ешь, не спишь. Высший класс? Чемпионский разряд? Да? Где ты этого нахваталась? Ты женишься, потому что Алисе, то есть мне, нужна мама. Дочка, хватит на сегодня вопросов. Подожди. Остался последний. Спрашивай. Что это за красивая женщина сегодня приходила? Тот самый Кэллоуэй? И, разумеется, на белом коне. И что? Он догнал меня и спас мне жизнь. У него состояние не меньше миллиарда. И такой симпатичный. Господи, какой симпатичный. Ко всему прочему, очень милый человек. И я такая дура. Решила, что он свободен. Так он свободен? Нет. Свободен. А ты откуда знаешь? У него было кольцо. Будь он даже свободен, я ему не пара. Не принижай себя. Мужчины вроде него любят девушек со сладкими именами. Куки, Маффи, Кэнди. На таких, как я, они не женятся. Один раз он женился на такой. Что об этом писали? Ее звали Кэти, нормальное имя. Она была учительницей. Он еще лучше, чем я думала. Плевать на диету. Дайте мне зефир. Дай палку. Винченцо, ты веришь в магию? Вы про фокус? Нет, в магические токи между людьми. Это всегда бывает так неожиданно. О чем вы? Так, ни о чем. Прошло так много времени. Не думал, что это может повториться. Мисс Кенсингтон довольно своеобразна. Вообще-то, я говорил не о ней. Да, я знаю. Ты ведь мой шафер. С кем мне еще посоветоваться в трудную минуту? Съездите покататься. Это помогает. Куда это он? Винни! Звонят из канцелярии. Баткисы требуют Аманду. Документы оформлены. Кто это? Да. А это Диана Бэрроуз. С каких пор вы одобряете усыновление без согласия воспитателя? Я знаю, какие они хорошие. Да, да. А вы с ними знакомы? Они коллекционируют детей, берут всех подряд.
Извините, где я могу найти Диану Беррус? Она в конторе. Я объясню еще раз. Выслушайте меня, пожалуйста. Еще разок. Итак, верно, я мало зарабатываю, и я слегка не замужем. Но я хочу удочерить Аманду. Нет, я... Вы смеетесь надо мной? Он смеется надо мной. Вот тупая скотина. Диана? Что? Это вы? Я не вовремя? Не вовремя? Для встречи? Нет, просто у меня проблемы с одним ребенком. Я могу помочь? Вы уже спасли мне жизнь, мистер Кэллоуэй. Что я могу для вас сделать? Я хочу извиниться за вчерашнее. Невежливо было говорить по телефону. Я хочу искупить вину. Хорошо. Подарите мне вашу машину. Можем обсудить это за обедом в пиццерии в соседнем городке? Извините, я не могу. Понимаю. Что ж, в другой раз. Да нет, не в этом смысле. Я должна быть в столовой. Мои дети сегодня дежурят. Ясно. И если вы так любите итальянскую кухню, можете поесть с нами. У нас сегодня макароны с сыром. И пирог с персиками? Да, ешь сколько хочешь. Мафи, дорогая, Крейг может поехать к президенту в воскресенье. Мне нужны подружки-невесты. Ты должна приехать. Чудесно. Мне звонят по другой линии. Целую. Алло? Бернард. Бернард, зачем ты мучаешь меня цифрами? У меня свадьба. Плевать на цену, покупай. Уютное местечко. Давно вы здесь были? Лет 10 назад. 10 лет? Да. Вы построили лагерь и ни разу не приехали? Это была идея жены, у нее было доброе сердце. Было? Она умерла, когда родилась Алиса. Простите. Я не мог сюда вернуться. До сих пор. Пожалуйста. Кармен, а где Аманда? Не знаю, она шла за мной. Позови ее. Хочу кое-кому ее представить. Хорошо. За этой девочкой просто невозможно уследить. Все время убегает. Знакомая история. У меня дома такая же. Что ты делаешь? Я мою окно. Посмотри, какое грязное. Тебя Диана зовет. Пошли. Отдай ему колпак. Алиса, сделай что-нибудь. Вот и она. Мои комплименты повару. Аманда, сними эту штуку. Не стоит, может, теперь так модно?
Извините, мэм. Вы чихнули? По-вашему, это смешно? Сейчас будет еще смешнее. Вы не посмеете. Это война! Здорово! Я сама не сделала бы лучше. Я чуть инфаркт не схватила. По-моему, мы отступили вовремя. Нам надо почиститься. О боже, посмотрите на меня. Я вся в пироге. Персиковый цвет вам идет. Оставьте, я еще не наелся. Как вы могли запустить в меня маслом? Не я начал. Претензии к вашей поварихе. Да? Но где она опять? Боже, что у вас на голове? Если хотите помыться, то душевая там. Я знаю способ получше. Извините, вы не подержите? Пардон. Что это с ним? Не знаю, он еще никогда так себя не вел. По-моему, он спятил. У него трудная работа. А после еды купаться нельзя? Да, а я забыл. У меня колика. Я не умею плавать. Эй, а я вас спас. Вода холодная. Я туда не прыгну. Не буду я никого спасать. Ладно, парень. Надеюсь, ты этого стоишь. Роджер. Не смешно. Роджер. О, Господи. Роджер. Между прочим, я мог утонуть, дожидаясь вас. Кэллоуэй, я тебя убью. Банзай! Я тебя правда убью. Получается. Ты посмотри на них. Вот это другое дело. Роджер, дорогой, ты дома? Мисс Кенсингтон, какой сюрприз. Мы вас не ждали. Я знаю. Где Роджер? Мистер Кэллоуэй уехал до вечера. Ясно. Скажите ему, что я хочу с ним поговорить. Хорошо, мэм. Благодарю. Я хочу диетическую Кока-Колу. Сию минуту. С лимоном. Пожалуй, рановато глядеть на звезды. Это еще что? Пожалей меня. Ты ведь не можешь быть всегда таким забавным. Поверь, я не делал ничего подобного много лет. Ну что, нравится?
С каждой секундой все больше. Не двигайся. Почему? На тебе это Что? маленький, Жук? Насекомое? Какое? ужасный вишневый жук. Очень ядовитый. А ты хотел в пиццерии. Я вообще мог не приехать. Хорошо, что приехал. Правда? Что это? Знамение. В каком смысле? Я не знаю, в каком смысле. Кажется, я знаю. Твоя мисс Кенсингтон, да? Я женюсь через месяц. Ну, конечно. А это значит последняя интрижка. Я не знал, что это. Хотел разобраться. Не трудитесь, Роджер. Я вам помогу. Приятно было познакомиться. И спасибо за лагерь. Кстати, поздравляю. Диана, прошу вас. Диана. Знаете, так обидно. Ведь у нас с вами все могло получиться. Я сразу поняла, это то самое. Когда не ешь, не спишь. Высший класс, чемпионский разряд. Ну, ладно. Я это где-то уже слышал. Оставалось чуть-чуть. Эти взрослые слишком много думают. Я сдаюсь. Нет, нельзя. А почему? Потому что третий раз алмаз, верно? Верно. Хозяин, хозяин. Мисс Кенсингтон. Спасибо, я подойду. Нет, 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 не здесь. Она там. Там? Да. Роджер, дорогой. Клариса, ты постриглась, ты здесь. Что с тобой? Ты упал в озеро? Это смешная история. А тебе не надо быть в Нью-Йорке? Я не выдержала разлуки. Тебя не было всего один день. Да, и весь день мне было так ужасно плохо. А, Роджер, не будем ждать больше ни дня. Чего? Свадьба, дурачок. Месяц — это целая вечность. Когда люди так влюблены, как мы с тобой, давай прямо завтра. Завтра? Ты ничего не сказала о моей прическе. Ну, слушай, дорогой Роджер, ты просто потрясный. Как только подумаю о тебе, схожу с ума. Жди меня там, где мы встретились на лошадях. Сегодня в 7 вечера с любовью, Диана. Ну как? Романтично. Послушаешь мое? Да. Дорогая Диана. Дорогая Диана, с тех пор, как я увидел вас в седле, я не мог забыть о вас. На озере нам помешали, но я должен увидеть вас еще раз там, где я спас вам жизнь, в 7:30. Искренне ваш, Роджер Кэллоуэй. Есть! Вот ты где, жвачная террористка. Вы вернулись? Ты не обнимешь меня? Вы не должны быть здесь. Между прочим, ты тоже. Собирайся, мы едем в город. Сейчас? Так быстро? Я неясно выразилась. Мы уезжаем сегодня вечером. Твой спектакль слегка неоригинален. Какой спектакль?
Я тебя умоляю. В твоем возрасте у меня было позади 3 мачехи. Я знаю все уловки, которыми девочки пытаются удержать папу при себе. Вы все неправильно поняли, леди. Не перебивай, когда взрослые говорят. На чем я остановилась? Ах да. Роджер был твоим целых 9 чудесных лет. Но завтра я стану здесь хозяйкой, а ты отправишься в круглогодичный интернат. Куда-нибудь на Тибет. Вы сказали завтра? Стоило ли приходить? Конечно, дуреха. У него миллиардов 20, не меньше. Чудно. Чудно. Я охочусь за ним из-за денег. Это подло. Да нет, он понравился мне, когда я еще не знала о его богатстве. Ладно, прийти стоило, но он слегка помолвлен. Но я с ней не знакома, так что это не считается. О, Боже. Так, девочки, соберемся. Быстрее, Аманда. Пропустим самое главное. Аманда. Аманда. Аманда, это мисс Ван Дайк из детской комиссии. Здравствуй, малышка. Я приехала тебя обрадовать. Иди к маме, деточка. Я чувствую себя полной идиоткой. Меня зовут Аманда. Алиса, прекрати. Иди сюда. Теперь всю дорогу это слушать. Прекрасно. Теперь меня еще и машина собьет. Диана, спаси меня. Стойте. Черт. Вы должны были защитить ее. Надо было что-то сделать, шины проколоть, да что угодно. У них были документы. Какие документы? Мы не могли тебя найти. Мисс Ван Дайк была здесь. Что нам было делать? Врать ей в глаза? Я бы соврала. Я беру джип. Это лагерная машина. Пошел ты знаешь куда? На дорогах много пробок. Туннель Линкольна держит 20 минут, голландский туннель 10 минут. Если поедете по шоссе Ван Вик, оставьте в запасе 15 минут. В центр лучше не соваться, там будет полно лимузинов. Светская львица Клариса Кенсингтон наконец-то подцепила мужа. Эти обормоты, твои новые братья и сестры, слева направо. Баба, Бриджит, Бренда, Бонни, Билли, Бобби, Бен и малыш Гарри-младший. Он наш родной. Послушайте, произошла большая ошибка. Видите ли, меня зовут не Аманда. Мы это знаем, детка. Знаете? Конечно, ты уже никогда не будешь Амандой. Вот именно. Отныне ты будешь малюткой Бетти Баткис. Ребята, подвиньтесь и дайте Бетти шоколадных хлопьев. А после завтрака мы пойдем смотреть, где работает папа. Здорово, правда? Квартира Кэллоуэй. Минутку, пожалуйста. Мисс Кэллоуэй, это вас. Мисс Кэллоуэй слушает. Аманда, я не могу долго говорить. Это я, Алиса. Хотя теперь я Бетти Баткис. Боже мой, меня удочерили. Ну что, они кошмарные, да? Что случилось вчера? Сядь, а то упадешь. Я вроде как сижу. Клариса перенесла свадьбу. Твой папа женится через 2 часа 12 минут. Ужас, что же делать? Надо принять меры, причем серьезные и срочные. Аманда, вытащи меня отсюда. Эти люди не просто страшные. Аманда? Алиса? Алиса? Новым детям
Звонить нельзя. Кодекс Баткисов. Слушай, Вин, ты ведь заботился об Алисе всю ее жизнь? Алиса, ну хватит уже. Отвечай на вопрос. Да, со дня твоего рождения. Значит, ты помнишь о ней все? Каждую веснушку, каждый синяк, каждый шрамик. Можно так сказать. А этот ты не помнишь, так? Нет, этот я упустил. Осколок бутылки на бейсбольной базе. А этот? Ржавый гвоздь проткнул ботинок. Кровь текла 6 кварталов. А вот здесь. Это ты видел? Откуда это? Римская свеча. 4 июля. Прямо в голову. О, боже. Ты не Алиса. Вот именно. Я Аманда. Давай лапу. Вы двойники. Святые угодники, удивительно. Да, и очень странно. Но если ты здесь, значит, Алиса... В большой беде. Я скажу мистеру Кэллоуэй. Нет. Стой. Сейчас нельзя говорить. Перед свадьбой он должен еще раз увидеть Диану. Они влюбятся, и Клариса уйдет в историю. Куда все провалились, черт возьми? Винченцо! Надеюсь, у тебя есть план. Детский центр Истсайда. Винченцо? Что вы здесь делаете? Я пришел за дочерью мистера Кэллоуэя, Алисой. Она у вас. Верните ее. О чем вы говорите? У нас ее нет. Я даже не знакома с ней. Еще как знакомые. Это Алиса Кэллоуэй. Вам стоит проверить глаза. Эту девочку зовут Аманда. Нет, нет. Вот ваша Аманда. Но... О, Господи. Они одинаковые. Удивительно. Да, и очень странно. Итак, насколько я понимаю, произошла путаница, из-за которой Алиса оказалась на попечении детской комиссии. Я уполномочен сказать вам, что если ее вернут немедленно, юридических осложнений не будет. Видите ли, она сейчас не совсем здесь. Как? Ее... В общем, ее удочерили. Значит, надо ее вернуть и быстрее. Мистер Кэллоуэй женится через 1,5 часа. Его дочь должна при этом присутствовать. Настоящая дочь. 1,5 часа? Да. Я не успею на Стейтен-Айленд за 1,5 часа. Советую вам ехать быстро, очень быстро. Вот, если будут трудности, позвоните по этому номеру. Спросите Лу. Лу. Какого Лу? Смотри, какой тут беспорядок. Убери здесь. Сам убери. Бетти, с ним нельзя, так он управляющий. Мой отец Роджер Кэллоуэй. И когда он узнает, что вы тут творите, он купит весь город и вышвырнет вас. Роджер Кэллоуэй? А почему же ты не на его свадьбе? Ну, давай, Диана, ты сумеешь. Можно немного задержать церемонию. Как? Я откуда знаю? Ты мозговой центр операции.
Я сошла с ума. В церковь я не пойду, что бы ни случилось. Нет, в церковь я не пойду. Ваше волнение естественно. Я думал о чемпионском разряде. О бейсболе? Винченцо, ты когда последний раз отбивал мяч? Очень давно. Знаешь это чувство? Последняя подача. Игроки на базах, мяч летит прямо на биту. И тогда ты бьешь со всей силы. И в то же мгновение понимаешь, что мяч вылетел через забор за пределы площадки. Дальше, чем ты мог себе представить. Да, чувство незабываемое. Да. Клариса ненавидит бейсбол. Ну, Колымага, теперь не подведи. Есть кто-нибудь? Вам нужен Баткис? Что? Вам нужен Баткис? Да. Да, нужен. Не знаете, где он? На своей свалке, где же еще? Эти дети у Гарри как рабы. В каком смысле? Иначе зачем ему столько? Боже мой. Лу, можно от вас позвонить? Конечно, и бесплатно. А мы вас ищем, ваше высочество. Отстаньте от меня. Но, ваше высочество, мы вам кое-что принесли. Да, в этом вы почувствуете себя как дома. Я знал, что у кого-нибудь в церкви найдется антидепрессант. Почему так долго? Успокойся, Клариса, ведь это счастливейший день в твоей жизни. Я счастлива. Разве не похоже? Я счастлива. Видите? Счастлива, счастлива, счастлива. Все, пора начинать шоу. Это твой королевский трон, Алиса Кэллоуэй. Да здравствует Бетти, королева свалки. Да здравствует Бетти. Меня зовут Алиса Кэллоуэй. Тогда я принцесса Диана. Внимание, Гарри Баткис. Мы прилетели за Алисой Кэллоуэй. Всем оставаться на своих местах. Мы садимся. Я же говорила. Алиса Кэллоуэй, я должна доставить тебя в церковь. Это мой ребенок. С дороги, подонок. Я бы тебя убила, но лучше заявлю куда следует. Алиса, иди к алтарю быстрее. О, Боже. Здравствуйте. Рада вас видеть.
Привет, бабуля. Чудная шляпка. Спасибо, что пришли. Шевелись. Почему она так медленно идет? Она сегодня сама не своя. Не успеем. Осталось 10 минут. Лу, насколько близко от церкви вы можете сесть? Центральный парк подойдет? Центральный парк? Тот самый? Подойдет. Кто бы мог подумать, что моя старшая дочь выйдет замуж последней. Папа, замолчи. Хватит. Я здесь. Начинайте. Возлюбленные дети, мы собрались перед лицом Господа, чтобы сочетать священным таинством брака Кларису и Роджера. Я не пойду в церковь, не пойду в церковь, не пойду в церковь. Ну уж нет. Только не на лошади. Диана, быстрее. Ну ладно. Где кучер? Эй, приятель, отвезите нас к церкви святого Варфоломея. Это срочно. Мне-то что, у меня перерыв. Спасибо тебе за помощь, добряк. Стойте, стойте! Это моя лошадь. Вы что, обнаглели? Быстрее, лошадка, быстрее. В богатстве, в бедности, в здравии и в болезни, пока не разлучит вас смерть. Да-да, конечно, теперь он. Быстрее, быстрее. Алиса, у нас колеса отвалятся. Не отвалится. Осторожно, перекресток. Машина. Держись. Я держусь. Какой адрес? Угол 54 и Парк-авеню. Далеко еще? Почти приехали. Сигналь! Берешь ли ты, Роджер, эту женщину, Кларису, в законные жены, чтобы быть с ней вместе в богатстве и в бедности, в здравии и в болезни, пока не разлучит вас смерть? О, боже, успели. Ты не идешь? Нет, я лучше подожду Аманду здесь. Диана Бэрроуз, подними свой зад немедленно. Ладно, хорошо. Я постою у двери и погляжу одним глазом. Я...
Есть. Роджер, Я не могу. есть. Извини, что ты сказал? Прости, Клариса, но я не могу. Надо было сказать раньше. Я люблю другую женщину. Что ж, это заслуженно. Это ты во всем виновата. Леди, если вы тронете этого ребенка, то я вас тресну. Даю слово. О, Господи, их двое. Это заговор. Хоть одной, но я врежу. Назад, Барби. Кстати, у тебя какая-то дрянь застряла между зубов. Меня еще никогда в жизни так не унижали. Вы уверены? О, Боже! Боже! Что так долго? Мы спешили, как могли. Привет, пап. Это невозможно. Нет ничего невозможного. Верно, Алиса? Это точно. Если ты моя дочь, то кто ты? Аманда. Давай лапу. Я с ней. Теперь мы квиты. В каком смысле? Ты спасла мне жизнь. Я не хотела ничего портить. Просто хотела, чтобы к алтарю пошла та, кому полагается. В смысле, с цветами. И под венец тоже. Я же говорила. 3-й раз алмаз. Погодите. Это все вы подстроили? Подстроили, да? Ну, милые дамы, и что вы нам скажете? Целуйтесь уже. Давай лапу, сестра. Сестра. Отличный удар. Через левый край поля. Извините, этот джентльмен утверждает, что дамы украли его коляску. Это правда, мы украли. Вы совсем распоясались. Это она придумала.
Спроси у этого милого человека, продается ли она. Цена не имеет значения. Лошади нужны поля. Думаю, мы договоримся. Девочки, может, покатаемся? Заодно все нам расскажете. Возница вокруг парка, если можно. С удовольствием, хозяин. Но, пошла. Make a dream come true.